красивая фамилия следующего спикера сейчас будет. Вот хочется взять фамилию Фризен и паспорт Евросоюза. Вот тогда будет идеально вообще. Итак, под ваши аплодисменты следующий спикер с темой реализации антикризисных решений при планировании работы с поставщиками Дмитрий Фризен, заместитель директора по логистике компании Ality. Добрый день. Меня аж 6 минут украли, но я постараюсь быть в тайминге, поэтому не беспокойтесь, кофе-брейк и обед будет по расписанию. Итак, я действительно тот, кто тут нарисован. Вот мои документы. Немножко должность изменилась за последнюю неделю, но ничего страшного. Я представляю здесь и рассказываю кейс компании Ality. Это дистрибьютор, логистический оператор. Циферки вы видите. Что я от себя хочу отметить, работая в группе компании Ality, за последнее время, я считаю, тот период, когда я там работаю, серьезно приросли в территориях, и последнее, что было, уже зашли за Новосибирск. И плюсом или особенностью работы в дистрибьюции является то, что ты, по сути, как губка впитываешь технологические процессы и вообще технологии, которые существуют у огромного количества поставщиков. У нас их просто большое количество. Соответственно, мы смотрим, кто как работает, берем лучшее и делимся лучшим с другими поставщиками. Поэтому тут для нас, конечно, выгодное положение, такое на перепутье всех технологий. Мы находимся на последней, так сказать, миле в соприкосновении со всеми трендами, которые существуют у поставщиков. Я, когда формулировал тему, мне слово «кризис» не нравилось, потому что оно непонятное мне. Я искал, что это вообще такое, и, наверное, ближайшее, что мне отозвалось, это такой вырванный кусок определения, что кризис – это состояние, при котором существующие средства достижения цели перестают быть адекватными. Тут мне понравилось слово «кризис», я с ним примирился, но мне перестало нравиться слово «антикризисное». С этим придется работать как-то дальше, потому что они в противоречие сейчас входят друг с другом. Тем не менее, я хочу вам рассказать кейсы, которые происходили с нами в феврале-март, показать, какие мы решения принимали, как их реализовывали, а почему мы такие решения принимали и с чем мы потом столкнулись. Первое решение, которое было действительно первым по важности, надо обеспечить товарооборот, то есть наличие товара в цепочке. Без этого смысла в операционной деятельности практически нет, потому что мы не фьючерсами торгуем, а реальными шоколадками, средствами для мытья, порошками, памперсами и так далее. Поэтому мы приняли решение создать дополнительный товарный запас, а вот как его создать, потому что времени думать не было вообще, поэтому машинное обучение отметаем сразу, нужно было быстрое решение, что делать и в каком объеме делать. Я вам тут нарисовал быстренько графики вот по нашим трем странам присутствия, а как изменился спрос и как мы его прогнозируем, его поведение в дальнейшем. Вот посмотрите, тут самый, наверное, вау-эффект – это Казахстан, который на 200% в марте по сравнению с январем. Тут нулевая точка – это январь. Как мы знаем, январь – это самый тухлый месяц в кавычках в году по продажам, по всему остальному. Так вот, по сравнению с январем Казахстан в марте дал 250% роста. Это наводит на размышления до тех пор, пока мы не вспоминаем, что было в Казахстане в январе. После этого все становится на свои места. Но тем не менее, Россия и Беларусь в товарообороте, я тут показывал именно, наверное, выручку, динамику выручки, динамику продаж. Видно, что мы апрель, май, июнь ни там не прогнозируем какого-то превышения над январем. То есть мы видим или думаем о том, что будет и происходит серьезное падение в физическом выражении, в логистике, то есть физические единицы, коробки, тонны сокращаются приблизительно, наша оценка 40-50%. Поэтому для того, чтобы понять, что покупать,
Мы сделали простой АБЦ-анализ с немного нестандартными параметрами. Мы приняли за группу А наш будущий объем продаж, то есть 50% тех товаров, которые мы продаем сейчас, мы будем продавать и дальше. Причем АБЦ-анализ делался по двум критериям. Это количество заказов, то есть сколько наших клиентов покупает этот товар, и, конечно, продажи. В лоб на февральских, например, мартовских данных такой анализ делать было нельзя, поэтому нам пришлось взять очищенные регулярные продажи, на них сделать этот анализ. Группа Б у нас была такая дельта, оценка нашей неуверенности в наших предположениях, это плюс-минус 10%. Ну а С это тот процент, который мы ожидаем, то есть насколько прогнозируется спад. Как я уже сказал, выручки не такие драматичные показатели, а вот в физическом выражении они достаточно минимально, хорошо просели. И я думаю, каждый участник цепочки понимает, что объемы действительно упали. И тут для нас важно посмотреть правде в глаза и сказать, да, следующий квартал у нас будет, наверное, не перепрыгнет январь вообще. Что дальше? Мы посмотрели на структуру рабочего капитала, оборотного капитала, приняли решение, что в такой момент очень важно держать все деньги, так сказать, при себе. Неразрывной цепочки, чтобы не было кассовых разрывов. Мы в такой момент, как дистрибьютор, вы знаете, он работает на товарообороте, он работает не на огромных процентов наценки, он работает именно на величине товарооборота. Поэтому давать кредиты в долгую под 20% нашим клиентам мы были не готовы. Соответственно, мы прикрутили все дни отсрочки, мы прикрутили кредитные лимиты, и мы, можно сказать, искусственно контролировали спрос крупных клиентов и не давали этому спросу сделать вот такой эффект хлыста. То есть мы искусственно занижали спрос, при этом предупреждая, что мы отгрузим позднее. Но, тем не менее, плюс-минус 15% мы фильтровали от среднего товарооборота по клиентам. Это существенно, конечно, ограничило наши продажи, но с другой стороны, мы не получили каких-то особых проблем из-за того, что клиенты не смогли заплатить. То есть разрыва между дебиторкой и кредиторкой у нас не было. Мы ждали, что обязательно в марте произойдут ценовые корректировки, и клиенты это прекрасно понимали. Соответственно, их поведение и наше поведение очень хорошо представляется. Если товар дорожает, его надо купить и сделать инвестицию. При этом поставщиками, мы тоже поставщик, принималось решение противоположное. Надо тормознуть товар в системе, чтобы он не исчез вообще. Потому что тогда будет снежный ком. Нет товара, значит, еще больше надо его покупать. Про изменение цен что могу сказать? У нас март месяц был очень веселый. Тут такой немножко сложный график, но я им хотел показать. Смотрите, какой был у нас плюшевый февраль. У нас было, наверное, одно повышение цены у каких-то поставщиков. Тут все обезличено, наверное, на 6%. А в марте у нас начался просто аттракцион невиданной щедрости. Мы получали ежедневно письма о ценовых корректировках. И я тут показал величину этих корректировок, чтобы вы видели масштаб. Но тут не одно сообщение, тут усредненное вообще по всем поставщикам. То есть вы видите, что в течение марта началась такая задел повышения цен, потому что не было понятно, по каким ценам торговать в будущем, но точно не дешевле. Как показала практика, как история показала, некоторые из этих решений были поспешными. О чем говорит нам апрель, где уже в начале апреля мы получили снижение цен от поставщиков на достаточно тоже крупные, видите, 25%. То есть оценка будущего состояния рынка была более пессимистичная. Сейчас цены откатились на какую-то величину назад. Они порой менялись дважды в неделю, трижды в неделю. Это как в 98 году все бегали за венами и тормозили их, меняли прайсы на бегу, чтобы не торговать по более дешевым ценам. Как мы технически воплощали все эти задумки?
мы поняли, что если мы ничего не будем делать, то есть оставим эту историю продаж в том виде, в котором она сейчас существует, то мы точно такие же неприятности получим в следующих периодах. То есть через год будет новый март, новый февраль, где нам система прогнозирования скажет: ребята, в прошлом было, давайте повторим этот всплеск. Соответственно, мы будем понимать, что в нашей истории продаж те факторы, которые могут не повториться. Я думаю, не повторятся. И нам было важно снизить влияние февраля и марта на будущие периоды прогнозирования. Ведь, наверное, все, кто занимается прогнозом, они понимают, что надо брать историю за какое-то там достаточное количество лет, хотя бы за 3 года. И чтобы 3 года не иметь этих проблем с всплесками в феврале и марте и ямой в апреле, надо сказать системе, что это было не просто так. Поэтому мы оценили вклад каждого фактора в историю, а тут факторов растящих продажи практически нет. Мы смотрели на изменения цен, мы смотрели на блокировки клиентов, то есть те клиенты, которые не приняли цены, они перестали отгружаться, но системе надо сказать, что они не просто так перестали отгружаться, они не ушли с рынка, они просто ждут. И чтобы в будущем получить прогноз по этим клиентам, мы сейчас их закрыли блокировками, те периоды, пока они думали над принятием цен, а некоторые до сих пор думают. Мы из системы планирования получили, что очень помогло, величину регулярного, то есть постоянного спроса без влияния промо. Если у вас в портфеле десятки тысяч SKU, быстро получить такую цифру в Excel, наверное, не получится. Поэтому нам система помогла это сделать. И, по сути, она помогла нам показать и трезво оценить будущие перспективы на основе этих как раз регулярных продаж без эффекта промо, потому что сейчас, наверное, практически все поставщики перестали инвестировать в промо, но мы видели в первом докладе, что все еще будет. Я тоже думаю, что все еще будет, но просто не в таком оголтелом варианте, когда все покупают только по промо. И, по сути, мы увидели, что наше будущее, наверное, копирует 2018 год по уровню продаж, нашей компании. И вспомнив 2018 год, чемпионат мира по футболу, хорошо жили, хорошо, значит и дальше хорошо будет. Поэтому нет причин для какой-то истерики, что все упало и дальше будет падать. Это не так. И те выводы, которые я хочу, как-то сформулировать и для себя, и для вас, что кризис, по сути, является одним из состояний наших логистических цепочек. Если мы умеем этим управлять, ничего сложного. По крайней мере, у нас же каждый год, Черная пятница, 8 марта. Это те же самые кризисы, только в более мелких масштабах, и мы знаем, чего от них ждать. И тут то же самое. Важно фиксировать отклик системы на внешний фактор. Тут, наверное, самый главный внешний фактор – это цена. Если цена изменилась, как изменился рынок? Это надо зафиксировать в системе планирования, сказать, иначе вы получите проблемы через каждый год, когда вы будете брать эту историю. Наверное, такой спорный момент, но все-таки мы приняли решение немножко демпфировать эти изменения, которые произошли в марте, именно ценовые. И практика показала, что действительно клиенты не готовы были к таким изменениям цен, и все заняли выжидательную позицию. Поэтому, наверное, с нашей стороны было бы правильным сделать, продолжить по старым ценам, каким-то менее большим процентом изменения сделать, и с поставщиками просто согласовать консолидированную позицию, по каким ценам более безопасно для рынка торговать. Таким образом уменьшить это влияние этих изменений цен на покупательскую способность, на поведение клиентов. Внимательно отнеслись к оборотному капиталу, потому что действительно, не имея какого-то финансового рычага, мы не сможем ни платить за товар, ни отгружать его. И то, что мы имели возможность посмотреть на прогноз регулярных продаж, дало нам возможность
экспертные оценки согласовать с цифрами. То есть если у вас несколько экспертов, вы никогда от них не получите одного и того же мнения. Получите, например, все будет очень плохо. А вот насколько очень плохо, у каждого свое понимание, насколько очень плохо. И система планирования, ну и вообще процесс планирования нам помог сказать, насколько плохо все будет и какие сценарии из этого всего можно сочинить. Вот как в Озоне делают сценарии, точно так же 2 и 3 это хорошее число, это абсолютно реализуемо. Можно сделать эти сценарии на основании всех цифр, которые у вас в системе есть, и сказать, ну вот, когда будет все хорошо, у нас будут вот такие вот продажи, вот такие потребности на вход, на выход, на хранение и так далее. При негативном сценарии, ниже вот этого статистически не бывает. Можно подготовиться к выводу персонала, какой-то организационной эффективности и так далее. Это последний слайд был. Если у вас есть вопросы, я как раз в тайминге нахожусь, у вас еще есть 5 минут. Я прям вижу красивые руки и тянусь к нему с микрофоном. Пожалуйста, напоминаю, имя, город. Спасибо, Саша. Дмитрий, добрый день. Меня зовут Ольга, сумишевская компания OneStory. Вопрос Москва. Вопрос следующий. Вы являетесь партнером таких компаний, которые в последнее время громко, я бы сказала, заявили об уходе или о приостановке деятельности, или о сокращении ассортимента и инвестиций. Как это коррелирует сейчас с вашими прогнозами, какие риски вы видите? Спасибо. Часть этих заявлений правда. Я не буду комментировать, какие именно, но точно могу сказать, что сокращение ассортимента – это действительно правда. Это тот шаг, который и в 2014 был сделан рядом поставщиков, и в 2018, 1998 году. Что происходит? Начинают делать меньше фасовки по той же цене. Абсолютно все. Избавляются от каких-то профессиональных, экспертных по диким ценам продуктов, которые были нишевые, которые сейчас на полке просто будут стоять. Это, наверное, в каждой индустрии такое решение. Избавление от балласта, которое не генерит прибыли и маржи, и сосредоточиться надо на каких-то важных вещах, которые позволяют бизнес держать на плаву. Все поставщики приняли свои решения. Из нашего портфеля не ушел никто. Есть какие-то корректировки, как вы знаете, KitKat. Ладно. Он и раньше-то, в общем-то, был недоступен. Весь 2022 год мы не могли KitKat получить. Невелика беда. Ответил? То есть в прогнозах вы учитываете потенциальные риски или пока все так же, как и было? Самый большой потенциальный риск какой? Перестанет быть доступна продукция. Вычеркиваем и видим, как изменится наш товарооборот. Не исчезнет продукция, такая у нее регулярная потребность. То есть столько люди берут, если им не дают снижение цены, наоборот ее повысили. В прогнозе учитываем мы эти факторы. Система позволяет это делать, то есть блокировки вводить, какой-то ассортимент выводить, учитывать, какой ассортимент лучше завести. У нас даже есть такая инициатива, мы создали отчет, так сказать, по выпадающим продажам. То есть какие марки, например, зубная нить, нету в России зубной нити. С чем ее можно заместить? Какой-нибудь, наверное, другой зубной нитью или еще чем-то. То есть надо искать поставщиков, но чтобы искать поставщиков, надо понимать, какой объем продаж зубной нити, какой поставщик вообще может ее обеспечить и в какие сроки. С этим можно выходить на поиск поставщика. Спасибо огромное. Тут узурпировала микрофон. И Спасибо. Второй вопрос. Какая система вам позволяет это делать? В чем вы работаете, если не секрет? У нас новый форкаст достаточно давно. Спасибо. Да, ответил. Хорошо, вы услышали, организаторы конференции, сразу чуть больше аплодировали. Вот вы очень такая отзывчивая публика, спасибо вам большое. Так, сейчас вы отзоветесь на то, что еще пару вопросиков было бы интересно между собой поговорить, пообщаться. Пожалуйста.
Такой вопрос. Там на одном из слайдов было АБЦ-анализ по определению разумного объема запаса. Вот, можете немножко пояснить? Имеется в виду, что вы взяли три разные фактора и сделали как бы в средневзвешенный прогноз запаса, или что подразумевалось под вот этим вот АБЦ-анализом? Мы приняли решение, какой объем финансирования мы готовы вложить в товарный запас, пусть это будет 14 дней продаж плюсом. Потом посмотрели, а на что лучше потратить эти деньги, сделав обычный двухфакторный АБЦ-анализ по количеству уникальных клиентов, которые пользуются этим продуктом, покупают его, и по величине продаж этих продуктов. И вот пересечение там категория А и там категория А дало нам прямой ответ на то, что вот это очень мало пострадает, гораздо меньше, чем другие категории, там, С, например, где очень маленький. Потеряем мы этот процент, но мы бы и так его потеряли. Поэтому АБЦ нам помог сконцентрировать наши финансовые возможности на закупке того товара, который гарантированно продастся и на который будет, наверное, ажиотажный спрос. Окей, второй тогда маленький вопрос. Получается, дальше использовали этот АБЦ-анализ условно в закупе, правильно понимаю? Имеется в виду, что какие товары сосредоточить свой закуп, а остальные не закупать или как? Не только так, но мы еще сказали поставщикам, что мы бы хотели у вас купить там вот такой объем вот таких позиций. Возможно ли это для того, чтобы, без того, чтобы опустошить ваши склады, и пойдете ли вы нам навстречу? Кто говорил окей, мы прямо вот по этому АБЦ-анализу у них это и заказывали в таком объеме, там разделяли на дни доставки. Кто говорил, так, вот из этого вот это можете взять, вот это можете взять, этого вообще нет, тогда мы подключали категорию Б, которая там вот как раз плюс-минус 10%, говорим, раз этого нет, давайте вот это. То есть у нас был готовый ответ на всякие разные возможные сценарии, что покупать, потому что важно тут была скорость. Товар выметался во все каналы продаж молниеносно, и чем раньше ты сделаешь заказы, тем больше у тебя шансов его получить. Спасибо большое. Так, да, увидел. Андрей Лавренко, Томск. Это моя родина. Да, у меня следующий вопрос. На одном из слайдов у вас было написано, что у вас прогнозируется сокращение в штуках и тоннах. Практически на 50%. Физических единицах. У вас выработали вы какие-то решения организационные какие-то будете принимать? Например, сокращать сотрудников. По возможности максимально честно можно? Абсолютно честно. В течение апреля месяца и видя, что будет в мае-июне, мы каких-то сотрудников, особенно которые, variable headcount, которые зависят от нагрузки, от логистики, то есть сколько коробок, сколько рейсов, мы их отправили в административные отпуска. То есть не сократили, а просто дали им возможность побыть с семьей, потому что после мартовских пиковых дней это действительно было одним из вариантов, который никого не расстроил. Что будет дальше? Во-первых, стоит задача заместить тот объем, который упал сейчас. То есть у нас потенциально есть 40% денег, которые мы готовы инвестировать в новых поставщиков. И сейчас занимаемся, наверное, большей частью импортом. Туда смотрим. Импорт фуда, импорт нон-фуда. То есть обычная стратегия, если чего-то недоступно, но можно взять в другом месте, надо настроить новую логистику, чтобы это там взять. Мы собираемся заместить эти объемы. Это стандартное поведение. Если не получится? Конечно, может не получиться, но тогда это не получится ни у кого, и, соответственно, просто объем спроса или поведение людей изменится в конечном итоге. И какие-то игроки, видите, в кризис всегда большие становятся больше, маленькие становятся меньше. И вполне возможно, этот товарооборот мы заместим, как я уже на первом слайде показывал, другими территориями. Слушайте, давайте, как у Путина на пресс-конференции, если я не вижу руку, то вы просто кричите «Томск!» Что-нибудь такое. Лобня, Москва, вот это. Есть еще? Да, прям кричите. Октябрьский! Вот, да, Октябрьский. Где это, кстати? Там октябрьских же городов очень много по России. Да, спасибо. А можете поделиться основными результатами, которые получили от внедрения Nova BI Enterprise? Вот то, что вам в мультике, в фильме показывали, это все правда, но это
ой, как нелегко. Вот как пословица, наш бизнес простой, но нелегкий. Вот тут очень просто все, но очень тяжело. Очень тяжело именно организационно. Если вы сегодня основываете компанию, у вас нет ничего, вам будет проще. Когда у вас там 9 тысяч сотрудников, и там хотя бы 1000 из них должна что-то сообщать для того, чтобы кто-то мог что-то планировать, но это вавилонское столпотворение. И пока вы вот это вот в клещ не возьмете, вы никакого эффекта не получите. У вас так же, как в Озоне, там говорили, будут 98 прогнозов, 99 мнений об этих прогнозах, и все равно прогноз с фактом не сойдется никогда, и этот отдел будет виноват, потому что они ж прогнозируют, все. Надо их разогнать, других набрать. Поэтому эффект у нас, если про деньги пока промолчать, а эффект, мы получили возможность это делать современным инструментом и получать прогноз, который мы можем, ну как пластилин, слепить любую потребность отдела продаж, под которой они готовы подписаться. Мы продадим 100 миллионов. Вот прогноз на 100 миллионов. Вот это важно, что если у вас будет отдел планирования, там, который будет в своей вселенной существовать и прогнозировать там 500 миллионов, а отдел продаж скажет, а мы 200 продадим. Толку от этого взаимодействия не будет. Эффекты, ну все-таки скажу, но сервис в той нашей прошлой жизни, у нас сервис благодаря планированию рос. У нас уменьшалось количество неликвидов. Сейчас вообще все забыли, что такое неликвиды. У нас сейчас все ликвиды. У нас сократилось количество списаний по истечению срока годности. Тут, наверное, проблема не ушла. До сих пор многие клиенты просят 85% ОСГ мне на сток, буду торговать 9 месяцев. Толку от этого не очень много, но тем не менее, такие запросы есть. Вот это списание из-за того, что никому не нужен такой срок годности, у нас тоже сокращался. Оборачиваемость, следовательно, росла, потому что мы покупали больше того, что будем продавать, вместо того, чтобы продавать то, что когда-то смогли купить. Спасибо большое, Октябрьский. Спасибо, Дмитрий. Только хотел поправить. Отдел кадров обычно говорят не разогнать и других набрать, а отправить побыть с семьей.